Свою любимую собаку старик похоронил еще 2 года назад, в лесу под старым деревом. Очень горевал он по своему другу и часто навещал его могилку. Старик когда-то работал в этих краях лесником, правда, от дела он уже давно отошел в силу преклонного возраста и спокойно жил на пенсии. А год назад умерла его жена, и остался пожилой мужчина совсем один в своем стареньком доме. Эта неделя выдалась у старика очень неприятной. Коза сорвалась с веревки и пропала неизвестно куда. Оставалось одно — идти искать животное в лес, если, конечно, она еще жива. Старик даже представить себе не мог, чем обернутся эти поиски. Идя по знакомой тропе, мужчина увидел что-то белое недалеко в кустах. Старик уже подумал, что нашлась его беглянка, и поспешил к ней, но вместо привычного козьего крика в ответ он услышал тихий жалобный вой. Медленно раздвигая кусты, мужчина увидел небольшую собаку около дерева. «Что же ты тут забыл, дружок?» — спросил вслух мужчина, но ответа не последовало. Подойдя ближе, старик понял причину, по которой животное находится здесь. Пса привязали к дереву. Старик снова начал закипать. Да что ж за несправедливость-то творится на белом свете? В мире бардак, даже в лесу бардак. Как можно взять и привязать пса к дереву? Старик был зол на весь мир. Подойдя ближе к собаке, мужчина начал развязывать животное, но вдруг взгляд его упал на белый конверт, на котором сидела собака. Медленными движениями старик взял конверт и начал его открывать. Внутри было письмо, которое было подписано детским почерком. Руки мужчины затряслись, и он начал читать. «Здравствуй, добрый человек. Если ты читаешь это письмо, то я надеюсь, что ты действительно хороший человек, раз подошел к моей собаке. Мне ничего не оставалось делать, кроме как совершить этот поступок. У нас проблемы в семье, и мой папа постоянно пьет, ругается с мамой, а потом вымещает злобу на нашей собаке. Я не смог больше на это смотреть и решил защитить пса, поэтому отвел его в лес. Пожалуйста, заберите султана к себе». Старик пустил скупую слезу. Последний раз этот суровый человек плакал еще в раннем детстве. Ему было жалко незнакомого мальчика и его собаку. Он с ужасом думал о том, что мог бы сегодня не найти султана, и бедный пес бы остался в этом лесу навсегда. Ребенок в силу своего возраста не подумал об этом. Он считал, что все делают правильно для своего друга, и собака обязательно попадет в хорошие руки. Старик быстро отвязал пса, одной рукой взял поводок, а другой нежно погладил султана по голове. «Козу завтра пойду искать, а сейчас надо срочно покормить эту собаку», — подумал старик. Коза на следующий день вернулась домой сама. В доме у старика началась новая, тихая, размеренная жизнь. С тех пор прошло несколько лет. Здоровье старика в последнее время стало подводить. Все чаще у его дома дежурила скорая помощь, все реже он ходил гулять с султаном в лес. Даже в магазин за продуктами пожилому мужчине было трудно дойти. И вот как-то раз возле магазина появился султан, один, без своего хозяина. Продавщица сперва хотела прогнать собаку, но потом увидела, что пес держит в зубах клочок бумаги. Это была записка от старика и вложенные туда несколько купюр. С тех пор так и повелось. Когда старик хворал, то пес приходил в магазин за продуктами для своего хозяина и для себя. Все местные жители любили и восхищались этой благородной собакой. Настоящий хозяин в доме и помощник, говорили они, видя султана, идущего по дороге с пакетом продуктов. Соседи всегда знали, что старик болен, и спешили к нему на помощь, помогали ему по хозяйству, покупали для него лекарства, ведь в аптеку султана с запиской не пошлешь. В один из зимних морозных дней на пороге магазина снова появился султан. Только привычной записки у него не было. Собака металась по магазину и громко скулила. Гриша, муж продавщицы, подошел к нему, погладил по голове и попытался успокоить. Потом выглянул в окно и стал всматриваться вдаль. Смутная догадка омрачила его лицо. Со стариком что-то страшное случилось. Не зря. Пес прибежал и мечется по магазину. И свет не горит в доме у старика, и дым из трубы не идет, а на дворе мороз. В душе была паника. Супруги переглянулись и, не сговариваясь, бросились на улицу к соседу. Султан бежал впереди, как будто показывая дорогу. На кровати лежал старик и совсем не двигался. Вера бросилась к нему, схватила руку,
стала щупать пульс, распахнула одеяло, приложила голову к его груди. Сердце слабо, но стучит, приступ у него. Закричала Вера. «Срочно вызывай скорую!» Скомандовала она мужу, а сама начала оказывать старику первую помощь. Скорая приехала быстро, и старику помогли, хотя в больницу он ехать отказался. Он боялся оставить султана одного, ведь сегодня тот спас своего хозяина от смерти. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.